Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! Господа, сегодня у нас немного необычный формат видео, который будет иногда появляться на канале, чтобы осветить те или иные злободневные вопросы из мира зоологии. Один из таких важных вопросов – это содержание диких пород кошек в домашних условиях. Ведь сейчас многие в угоду моде и прихоти заводят себе сервала, каракала или даже пуму. Предлагаю посмотреть на этот вопрос с разных сторон, а не только с точки зрения мимимишности этих красоток. Знакомьтесь, это Гера. До 2 лет он жил в доме совместно с 2 скотишами. Один его принял, другой не захотел. Шерсть у этого домашнего каракала короткая, но подшерсток очень плотный. Мышцы сильно развиты. Очень развиты лапы и сильные челюсти. Когти – это отдельная тема. Это настоящее грозное оружие. Не то, что у домашних котиков. Если спросонья Гера, лежа с вами в кровати, не успеет опомниться, то он схватит вас, аки жертву, а челюсть спазмируется. И чтобы ее разжать, каракалу понадобится время. Чем старше Гера становился, тем все больше проявлялся его характер. Например, до года Гера был ко всем дружелюбен и игрив, зато потом начал играть в игру «Разделяй и властвуй». Кого-то из членов семьи он не подпускал, а с кем-то вполне мило игрался. В 7 месяцев Геру стерилизовали, потому что он любил медить мягкую мебель, особенно один диван. При этом к туалету был приучен. С 2 лет этот мужественный каракал начал бороться за свое место под солнцем, утверждая перед мужской частью дома свое право на владение кроватью и вообще всем домом. Например, любил ложиться на сторону кровати хозяина и отказывался уходить, даже рычал. В общем, полностью высказывал свое неудовлетворение присутствием другого хозяина, кроме него. Иногда он приходил и ложился на ноги, тем самым тоже демонстрируя свое лидерство. На секундочку, тогда он весил уже 27 килограмм, а температура его тела больше 40 градусов. Ходячая печка, а не каракал. А теперь давайте вспомним, что кошки – это ночные животные. Так вот, Гера не был исключением и ночами постоянно шатался по дому. Научился даже за ручки открывать двери, из-за чего пришлось покупать дополнительные запоры. Кстати, несмотря на то, что Гера – это дикий кот, он умел выполнять команды, такие как, например, «сидеть» или «дай лапу». Из всей семьи Гера выбрал только одного человека, которого воспринимает как друга и хозяина, вернее, свою хозяйку. Предпочтения мужчины-каракала к девушкам проявлялись и тогда, когда приходили гости женского пола. Он и обнюхивает их, и может лизнуть, немного прикусить, тем самым принимая человеческую самочку в свой прайд. А вот абсолютно всех мужчин он воспринимает как соперников, всегда держит дистанцию и не подпускает близко, хотя сам по себе Гера не агрессивен, если, конечно, никто не нарушит его зону комфорта. Например, если он сидит в засаде где-то под кустом, то к этому самому кусту лучше не подходить, хотя он об этом предупредит рычанием и шипением. Но это опять же касается мужских особей, потому что женщины и дети в разряд шипения не входят. К детям он крайне лоялен, при том, что детей 4, но даже здесь он разделяет их по полу.
и к девочкам относятся лучше, чем к мальчикам. Ест Гера тоже не абы что, а целых 3-4 перепелки в сутки и раз в неделю сырое яйцо. Периодически развлекает себя ловлей ворон и воробьев, залетающих на свою беду на участок. Воду пьет редко, видимо, сказывается особенности породы, хотя любит сидеть под поливалками для газона. Живет Гера в вольере на улице, а гуляет с вечера до самого утра. Иногда спит вне вольера на участке. Вы, конечно же, задались вопросом, к чему это я и почему именно этот красавец по имени Гера стал героем нашей сегодняшней программы. Во-первых, приглашаю вас подписаться на канал «Хозяев Геры» по ссылке в описании к видео. Там есть много замечательных роликов из повседневной жизни Геры. А во-вторых, предлагаю всем задуматься, а стоит ли заводить в домашних условиях диких кошек, которые предназначены для жизни на свободе в диких условиях. Это хищник, а не кот и даже не собака. По словам хозяев Геры, если вы все-таки решитесь на покупку такого дикого питомца, то надо учитывать множество факторов, которые помогут создать комфортные условия для дикого котейки и для вашей семьи. Так что, когда будете заводить дома гепарда, оцелота, рысь или сервала, то подумайте еще раз. Может быть, дикие кошки созданы не для красоты и умиления, а для жизни на свободе. Напишите в комментах, как вы относитесь к содержанию диких кошек в домашних условиях. И не забудьте, что у Геры есть свой личный канал на YouTube. А еще я, как обычно, прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть в следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!